А вы знаете, что в настольном теннисе 19 видов вращений? Как определить, куда крутится мяч и как правильно его отбивать? Смотрите в этом видеоролике. И если ты впервые на моем канале, меня зовут Иван Толмачев. Я профессиональный тренер по настольному теннису. Здесь я делюсь секретами мастерства и рассказываю о важных моментах в игре, которые должен знать каждый спортсмен. Поэтому ставь лайк и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. В настольном теннисе существует 19 видов вращения. Чтобы хорошо играть, необходимо знать минимум 9 из них. И я вам расскажу о 9 основных вращениях, зная, которые улучшат всю вашу игру, начиная от подачи и заканчивая приемом. Как определить вращение и правильно его отразить, смотрите далее. Первое. Плоский мяч. Плоский. Отсутствие вращения. Это одновременно простой и в то же время сложный мяч. Простота, что он не крутится и вроде можно сделать все, что с ним вздумается. Но его сложность, что у мяча нет вращения и его надо придать. Поэтому, если в него просто ударить без обработки, то он улетит в сетку. Поэтому при обработке таких мячей необходимо играть по траектории вверх-вперед. И помнить, что этот мяч после отскока, как бы сильно его ни били, он останавливается. И так как у него линейная траектория, он не подскакивает, а сразу падает. Чтобы отразить плоский мяч, вы не должны на него лететь и играть с полулета, якобы зная, что его надо бить. Нет, мяч сразу же окажется в сетке. Поэтому сделайте паузу и обработайте мяч. На начальном этапе это делается накатом, на продвинутом через длинную паузу, топ-спином вперед. Второе. Верхнее вращение. Верхнее вращение – это основное вращение в атакующих ударах и быстрых подачах. Его особенность, что он ускоряется после отскока, и часто, когда вы его отбиваете, он летит за стол в лучшем случае, а если вращение очень сильное, то в потолок. В отличие от плоского мяча, у мяча есть дуга, и после отскока он прыгает вперед и немного вверх. Чтобы отразить верхний мяч, необходимо отойти на полшага от стола, потому что мяч прыгнет вперед и закрыть немного ракетку, так как мяч за счет вращения после контакта с резиной стремится вверх. Если в него добавить движение вверх, как по плоскому мячу, мяч окажется в ауте. И не надо его подрезать, если вы не защитник. Это плохая идея. Третье. Нижнее вращение. Нижнее вращение – это любимое вращение начинающих игроков. Они могут часами его делать. И ладно бы на тренировке, они это делают на счет. Нижнее вращение, в отличие от верхнего, наоборот замедляется в полете. И после отскока мяч останавливается и падает. Иногда при очень сильном вращении после отскока мяч сразу летит в обратную сторону. Особенность этого вращения, что мяч за счет вращения набирает высоту, поэтому защитники играют этот мяч низко, чтобы он не взлетел высоко над сеткой. Чтобы отразить нижнее вращение, необходимо просто ударить мяч по нижней его части, тогда он перелетит обратно также с нижним вращением. Также, если мяч с нижним вращением вылетает за стол, можно его изменить на верхнее за счет выполнения топ-спина по подрезке.
Четвертое. Левое боковое вращение. Левое боковое вращение. Мячик крутится вдоль боковой оси в левую сторону и после отскока тоже прыгает влево. Это вращение в основном используется в подачах, таких как маятник у правши и подача слева у левши. Также при исполнении топ-спинов слева, потому что обработка мяча происходит немного сбоку. Боковое вращение всегда стелится на столе и придает скорости полету мяча. Чтобы отразить этот мяч, необходимо сразу определить, в какую сторону крутится. Ведь если поставить неверный угол, мяч улетит просто в другую сторону. При приеме боковых подач используется прием стенка. О нем я буду рассказывать в теме приема подач. Если необходимо подставить боковой топ-спин, необходимо, чтобы ракетка коснулась левой стороны мяча. Тогда мяч раскрутится на стол. Пятое. Правое боковое вращение. Правое боковое вращение. Этот мяч крутится в другую сторону, то есть в правую. Поэтому после отскока мячик прыгает в правую сторону от принимающего. Это всегда надо иметь в виду. Для приема этого мяча необходимо подставить ракетку под правую часть мяча, чтобы он раскрутился на стол. Правое вращение используется при топ-спине справа у правшей, а также во время выполнения таких подач, как топор, подача слева, обратный маятник, веер и любые другие подачи, где выполняется контакт по правой стороне мяча. Умение понимать правое и левое вращение позволяет не допускать много ошибок на приеме подач. В следующем ролике я подробно буду рассказывать об остальных вращениях и способах приема. Если это видео оказалось тебе полезным, ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал. Новые выпуски каждую неделю.